Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как связать вот такой рисунок. Так, вот схема для него. Вяжется он и по лицевой, и по изнанке. То есть не так, как обычно мы вяжем, допустим, первый ряд лицевая сторона, а изнанку изнаночными. Здесь вяжется в двух направлениях. Раппорт рисунка составляет 4 петли. Надо набирать, значит, необходимое количество раппортов, одну петлю до раппорта и 2 петли обязательно после раппорта. Ну, естественно, кромочные с двух сторон. Рисунок вяжется первый раз с 1 по 13 ряд и далее со 2 ряда по 13. Первый уже не берется в расчет. Так, теперь по поводу обозначений. Значит, горизонтальными линиями отмечены изнаночные петли, вертикальными лицевые. Кружочком отмечается снять одну петлю с накидом, как при изнаночном вязании. Я вот именно из-за этого и буду показывать рисунок. Дальше. Кружок заштрихованный. Снять одну петлю с накидом и со всеми накидами предыдущего ряда, как изнаночный. И вот это обозначение галочкой: провязать петлю со всеми накидами вместе изнаночной. Вот, значит, вяжем мы сначала с 1 по 13 ряд и далее повторяем со 2 по 13. 14 это уже концовка, кто заканчивает вязание, это 14 ряд, окончания рисунка. Ну вот, значит, я уже заранее заготовила вязание. Вначале набрала петли, разделила маркером раппорты и крайние петли до и после раппорта. И в следующем уроке покажу, как вязать. Здравствуйте. Итак, продолжим рисунок. Данный рисунок называется мушка. Значит, я связала теперь уже на толстой пряже и крупными спицами, чтобы показать два образца на тонкой пряже и на толстой. Связала образец с 1 по 13 ряд. Дальше продолжаем вязать со 2. Со 2. Значит, вначале у нас идет петля лицевая до раппорта. О, 2 ряд. 2 лицевых до раппорта. 2 ряд. Далее лицевая и кружочек не заштрихованный. Это петля с накидом. Значит, лицевая, петля с накидом, 2 лицевых. Один раппорт провязан. Опять лицевая, петля с
накидом, 2 лицевых, лицевая, петля с накидом, 2 лицевых. И 1 лицевая петля после всех раппортов. Я для образца сделала 3 раппорта. 17 петель набрала вместе с кромочными и петлями до и после раппортов. Так, второй ряд у нас готов. Третий ряд. Петля до раппортов. Изнаночная 1. Раппорт. 2 изнаночных. И далее заштрихованный кружок. Это снять, как при изнаночном вязании, с предыдущими накидами и с петлей. Накид сделали и снимаем. И далее 1 изнаночная. Опять 2 изнаночных. Вот накид предыдущий и петля, снимаем с накидом и изнаночная. 2 изнаночных, накид делаем на спицу на левую, снимаем и изнаночная. И после раппорта 2 изнаночных. И кромочная. Четвертый ряд вяжем в обратном направлении лицевыми. До раппорта 2 лицевых. Раппорт. Лицевая, накид со всеми накидами снимаем и петлей предыдущей и 2 лицевых. Лицевая, снимаем с накидом все накиды и петлю, 2 лицевых. Лицевая, с накидом снимаем все накиды и лицевую, 2 лицевых. И 1 лицевая после всех раппортов и кромочная. 5-й ряд. Кромочная, изнаночная до раппортов. Раппорт 2 изнаночных, опять накид и все накиды и петлю снимаем, 1 изнаночная, 2 изнаночных, накид, все накиды и петлю снимаем, как при изнаночном, изнаночная, 2 изнаночных, делаем накид и все накиды и петлю снимаем, изнаночная, и 2 изнаночных в конце вязания и кромочная. Шестой ряд слева направо вяжем. 2 лицевые до раппортов, лицевая, накид набрасываем на левую спицу
И все накиды и петлю снимаем как при изнаночном вязании. 2 лицевых. Лицевая, накид делаем и снимаем все петли, все накиды и петлю как при изнаночном вязании. 2 лицевых. Лицевая, накид, все накиды и петлю снимаем с накидом, 2 лицевых. И заканчиваем 1 лицевой и кромочной. Седьмой ряд. 1 изнаночная, кромочная, 1 изнаночная и раппорт пошел. 2 изнаночных. И далее обозначение галочкой. Провязываем все накиды предыдущие и петлю изнаночной петлей. И 1 изнаночная. 2 изнаночных. Провязываем изнанкой все накиды и петлю. И 1 изнанка. 2 изнаночных. Все накиды и лицевую петлю, все накиды и петлю провязываем изнанкой. Изнаночная и 2 изнаночных в конце ряда и кромочная. Вот такой рисунок получается на толстой пряже и толстыми спицами.